Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня будем делать очередную серию нашего мега-популярного сериала «Что происходит в его жизни прямо сейчас» при помощи колоды Светлого Провидца. И вам необходимо, как обычно, сконцентрировать ваше внимание на вашем мужчине. Пожалуйста, представьте его, хорошенько визуализируйте. Благодарю вас, мои драгоценные, за ваши донаты, за помощь спонсорскую. Низкий поклон вам и дай бог вам всем миллионы раз больше благословений от Вселенной. Благодарю вас за теплые комментарии, за лайки, за подписки, за все способы поддержки моего канала. Моих каналов, вернее, моей работы. Благодарю вас и очень нежно вас люблю. Итак, что происходит в жизни вашего мужчины прямо сейчас? Посмотрим, какие энергии меняются, чем сейчас этот мужчина окружен, что к вам сейчас. Напоминаю, что этот расклад мы смотрим вчера, сегодня, завтра. Будущее предсказать невозможно, можно сделать лишь прогноз. Так что смотрим, что же сейчас происходит с этим человеком. И в начале дно колоды мужчина может решать сейчас некие проблемы, причем проблемы эти связаны с тем, что ему может понадобиться такая вот способность к защите, защищать свои права. Причем разными способами, это не обязательно агрессивно, активно. Смотрите, девушка сидит в медитационной позе, и она решает проблемы, возможно, даже своей позитивной энергетикой, то есть правильным настроем. В общем, вашему мужчине сейчас приходится решать некие проблемы разными способами. И давайте смотреть, а как он сейчас себя проявляет, в каких еще энергиях он находится. Ну, выходят достаточно активные арканы. Здесь знаете, о чем идет речь сейчас? О том, что мужчина-то сам по себе активничает. Он чего-то хочет добиться, у него есть планы, новые планы по достижению чего-то. И, скорее всего, это связано с его карьерой, с его социальным продвижением, с чем-то, возможно, с работой. Но больше вот его какие-то личные дела, не отношения имеется в виду, а что-то вот такое, именно по его социальной реализации. Что-то он задумал, что-то начал делать, однако очень серьезная конкуренция или палки в колеса от других людей стали сыпаться со всех сторон. И мужчина или же перестал верить в себя, или же еще что-то такое произошло. А еще здесь может быть некий такой негативчик со стороны кого-то. Давайте я спрошу, это женщина или мужчина. У нас сразу же выходит еще и что происходит в его жизни прямо сейчас информация. Ага, ну тут не женщина и не мужчина. В общем, на осуществление вот этого плана, который он задумал, у него просто, вы знаете, тупо не хватило денег или не хватает. Может быть, он что-то задумал, связанное с тем, что нужно вложить деньги или что-то, что стоит денег, но ему финансовых возможностей не хватает для этого. Поэтому мужчина разуверился и, в общем-то, потерял веру в себя. А еще возникли некие непредвиденные обстоятельства, то, чего он не ожидал. Так что ситуация такая. И поскольку этот расклад он отыгрывается вчера, сегодня, завтра и промежутки до и после, то, соответственно, вот эти вот все вещи могли произойти недавно, могут происходить сейчас и могут произойти в ближайшее время. То есть он может к этому идти сейчас. Ну, будем надеяться, что все-таки он проблемы свои разрешит и все у него получится. Давайте-ка смотреть, что уходит из его жизни и что, наоборот, приходит, сменяет, так сказать. Ну, здесь, если брать его отношения, к примеру, если он у вас не свободен, ваш муж, чей-то муж, и у него были проблемы в семье, то здесь эти проблемы, они должны завершиться чем-то хорошим. То есть примирением, допустим. Здесь человек может помириться с женой или с любимой женщиной. Или если у него были проблемы в семье с кем-то из родственников, он может наладить отношения. В общем, знаете как, очень хорошая энергия. И уходит, и приходит, и в общем-то сейчас в том, что касается его близких людей, родственников, может быть, семьи, то у него как бы на лад все должно пойти. В ближайшее время здесь у мужчины открываются все хорошие такие арканы. И более того, здесь шанс не только на примирение, восстановление отношений, налаживание отношений, а на что-то еще более конкретно серьезное
и хорошая. Здесь вот так вот глобально можно сказать. В общем, да, но смысл все-таки один. Налаживание идет жизни в плане отношений. И может произойти это в ближайшее время. А думает ли о вас этот мужчина? Есть ли мысли о вас сейчас? Ну, конечно, король кубков, как он может не думать о женщине? Король кубков — это вообще такой товарищ, любящий, влюбчивый. Далеко, конечно, не всегда, к сожалению, постоянный, но все-таки король кубков — это эмоции. Это о том, что человек испытывает эмоции, безусловно, к вам, еще и очень сильное влечение, в том числе сексуальное, в первую очередь, влечение. Так что он думает о вас как король кубков. И с эмоциями, поскольку чувство эмоции есть, и с точки зрения физического притяжения тоже здесь очень такой серьезный импульс. Кстати, если у вас с ним есть проблемы в отношениях, то здесь вполне возможно может быть налаживание с вами. И это прям энергетика стучится в его жизни, вот-вот может войти. Это прекрасное событие. Наладить отношения с вами или как-то их облачить в более интересную, теплую, любящую, приятную для вас форму. Думает хорошо сейчас мужчина о вас. Но для некоторой части, конечно, здесь может быть так, что он может думать, что у вас есть интимные отношения с кем-то другим. Но он надеется, что все-таки это не так, и вы хотите только его. Эмоции. Какие эмоции сейчас мужчина испытывает, и есть ли эмоции? Мужчина страсти. Вы женщина, судьба его. Вы непростая, с вами очень порой бывает нелегко и договориться, и у вас есть четкая своя позиция, и вы такая огонь женщина, но вы его судьба, вы очень важный человек в его жизни. Вот такие эмоции он к вам испытывает, понимает, что несмотря на трудности, проблемы в отношениях, на загвоздки в вашем характере, потому что он у вас такой с загогулинками, тоже не такой уж простой, все-таки вы та самая, вот вы, можно сказать, единственная и неповторимая. Да, солнце, так и есть. Несмотря ни на что, самый светлый, самый любимый, самый позитивный, самый теплый, самый искренний человек — это вы. Вот такие эмоции сейчас мужчина к вам испытывает. Но я смотрю, для многих из ваших мужчин тут обострение прям весеннее началось. Из расклада в расклад идет так, что начинает мужчина у нас или меняться в лучшую сторону, или, может быть, просто сейчас таким образом проявляется или начнет проявляться в вашу сторону. Все к этому идет. Что мужчину сейчас волнует? Есть ли что-то, что его волнует? У него могут быть проблемы с сердцем, девчонки. Вот даже чисто просто на физическом уровне может беспокоить сердце. Повышенное давление, возможно, сердцебиение или замедленное, или наоборот учащенное. Возможно, ну, в общем, проблемы с сердцем, сосудами могут его беспокоить. Он может даже не понимать, что именно это, но не очень хорошее самочувствие. А также может быть душевная боль. Некая рана душевная сейчас разбередилась каким-то образом, и вот это его волнует. О чем-то мужчина здесь переживает. О чем он может переживать? Для большинства из ваших мужчин, для большинства из героев нашего сегодняшнего расклада не может найти покоя. Хочется обрести такой вот, знаете, эмоциональный баланс, гармонию в душе с самим собой. А не получается. Не получается. Вот это его беспокоит. Не может найти мира с самим собой. Это его волнует. Что он скрывает от вас, а вам надо было бы об этом знать. Кто-то обидел его, он на кого-то мог обидеться, мог решить, что кто-то с ним обошелся не очень хорошо, возможно, вы. Мужчина обиделся, мужчина закрылся, и мужчина забаррикадировался даже, возможно, у кого-то из вас. И вот это он от вас скрывает. То есть масштабов его обиды, масштабов его обидчивости вообще. Может быть, даже и не прямо сейчас он на кого-то обиделся, а в принципе. Мужчина такой: меня обидели, очень обидчивый. Это он от вас скрывает, он старается это не показывать, но это так. А что он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит? С ума схожу по тебе. Хочу тебя, хочу быть рядом с тобой, хочу ощущать тепло твоего тела. Хочу чувствовать твой запах, хочу тебя обнимать, хочу заниматься с тобой любовью. Я всего с тобой хочу, я постоянно о тебе думаю.
Вот это мужчина хотел бы сказать, но всячески старается себя удержать от того, чтобы вам этого не сказать. Вот такие вот, девчонки, дела. Не могу без тебя, схожу по тебе с ума. У меня едет крыша из-за тебя. Это он вам хочет сказать. Как у него атмосфера дома, обстановочка, как там у него? Если вы живете не в разных домах, приходится, во-первых, деньги экономить, а во-вторых, ничего особенного не происходит. Сказать, что какие-то яркие события я не могу. Здесь больше идет так, что ну что дома? Дома он думает о своих вопросах материальных, может быть, деньги пересчитывает, какие есть, прячет по каким-то углам. Ну, в общем, шучу, конечно. Дома показывают так, что как-то вот даже может быть не проблема. Для кого-то проблемами может отыграться, а для кого-то этот мужчина копит на что-то сейчас. И вероятнее всего эта сумма, возможно, основная находится у него дома, к примеру, наличкой. Не все на картах. Или же он как-то ведет контроль этим средством, находясь дома. В общем, здесь что-то вот такое. Теперь давайте посмотрим, говорит ли этот мужчина с кем-то о вас. Если да, то что может говорить. И, вероятнее всего, он может говорить тоже с мужчиной. То есть, если говорит, то говорит с мужчиной. А что именно может говорить? Какие это слова? Ну, слова-то хорошие. Вот как раз о том, что крышу сносит по вам, он это и может обсуждать с мужчиной. Возможно, друг. И, скорее всего, друг. Потому что, ну, король жезлов — это обычно друг, товарищ, соратник такой, прям братан. А с кем-то, с таким мужчиной он может о вас говорить, о тех вещах, которые мы обсуждали. В общем-то, по аркану дьявола они очень плавно перетекли у нас в аркан силу. О своем притяжении к вам может это обсуждать. Когда мужчина проснулся, первая мысль была о вас. Вспомнил ли сразу о вас? 100%. Сразу же. Вы ему даже сниться могли ночью, этому мужчине. Или же он мог просыпаться ночью и думать о вас. И это мысли не фривольные, вот как раз по этому аркану, по 15-му, а совсем наоборот. Очень теплые, очень такие, даже в чем-то где-то возвышенные. Да, девчонки, знаю, если скажете, что он не способен на такие вещи. Но вот в этот раз способен показывать. Да, мысль была о вас. И знаете, какая была радостная мысль, что вы в его жизни есть. Вечером, когда засыпал, была ли мысль о вас? Скорее упал в постель, или уставший, или вообще не хотел ни о чем думать, уснул и все. Для большинства он вряд ли о вас думал вечером, но не потому, что не хотел о вас думать, а потому что быстро уснул. Вот как усталость идет, и человек уснул. Еще в течение дня думал ли о вас? В течение дня здесь мужчина был занят своими делами. В общем, я вам так скажу. Ваше время сегодня, вчера, сегодня, завтра. Конечно, вы занимаете его мысли постоянно. Здесь нон-стоп мысли. Но наиболее такие позитивные, теплые и больше всего мысли, которым он прямо отдался, это было утром после пробуждения. Хорошо. Вроде как все посмотрели. Теперь давайте... Давайте теперь перейдем к вопросам для тех, у кого расставание сейчас с этим мужчиной. Если вы сейчас с ним в расставании, он хотел бы вас вернуть, этот человек? Да, хотел бы. И хотел бы, чтобы вообще ваши отношения были легкими, не обремененными чем-либо, претензиями друг к другу или же страстями, которые он считает лишними. То есть здесь такой человек, он хочет легкости в отношениях. Даже если он серьезно настроен, это не значит, что он хочет исключительно поверхностных отношений с вами. Но даже если он серьезно настроен в отношении вас, все равно ему нужна легкость. И он хочет, чтобы все было без драмы. Хотел бы, да. Хотел бы. А можно ли ожидать от него действий в ближайшее время? А вот действий нет. И он может или сам бояться сделать первый шаг, переживать, а как будет дальше. Или он может думать о том, что вы сейчас плачете, переживаете, страдаете. Не то время, чтобы к вам прийти с примирением.
Так что пока не вижу активных действий, но они, конечно, могут быть. А ждет ли от вас действий этот мужчина? Да он и от вас не ждет действий. Но тут он считает, что вы или обижены, или что-то вас не устраивает. В общем, вы в расстроенных чувствах, и вообще никак не время к вам сейчас появляться, делать первый шаг, да и вообще любую инициативу проявлять. Потому что еще неизвестно, как вы можете на это отреагировать. А если этот человек уже появился вчера, сегодня, завтра, вчера появился, сегодня появится, или появился, или завтра, да, в ближайшее время, с какими энергиями? Это искренне или, может быть, подвох есть какой-то абсолютно искренне? Восстановить отношения хочет с вами праздника жизни, хочет быть с вами вместе, хочет радоваться жизни с вами вместе. Значит, осознал это, потому и пришел. Для очень многих из вас так, что если это ваш муж, к примеру, значит, хочет восстановить семейные отношения. Если нет, значит, возможно, он хочет с вами семьи. Что-то серьезного здесь мужчина хочет, несмотря на то, что хочется легких отношений, но не в плане того, что это не семья. Тут именно с вами хочет быть. Но вообще этот аркан о том, что хочет быть с вами, вкушать все радости жизни с вами. Причем хочется, чтобы радости одни были, чтобы печали не было. Как вам лучше сейчас вести себя с этим мужчиной? Как-то, вот знаете, легко к нему отнестись просто. Знаю, что скажете, как можно отнестись к нему просто, он и то, он и это. Вам нужно проще отнестись к этому человеку. Во-первых, постарайтесь снять розовые очки, постарайтесь объективно на этого человека посмотреть. И действительно, вот реально не делать трагедии, потому что если вы рассудите очень мудро, очень спокойно, хладнокровно о том, что происходит между вами, и вообще оцените этого человека, вы поймете, что не нужно себя мучить страданиями, переживаниями, копаниями в себе, в нем, думать о том, а почему он сделал так или иначе. Вы поймете, что на самом-то деле вот это все, оно яйца выеденного не стоит. Ваши страдания, переживания, слезы, если они у вас есть. То есть проще, легче отнестись к ситуации. Да, конечно, обстоятельства бывают разные, и мужчины поступают очень по-разному. И так поступают, что ранят сердце, и невозможно простить, отпустить, и посмотреть легче. Но вот здесь вот для большинства из вас все-таки так. Значит, где-то есть момент утяжеления ситуации вами самой, утрирования, возможно, из мухи слона в чем-то делаете, накручиваете себя. Вот это надо все убрать. Ну и, конечно, заодно убрать с носика розовые очки. Объективно, абсолютно объективно посмотреть на этого человека со стороны, и, как бы, знаете, вот облегчение придет в душу вашу. Вот так. Вообще проще, легче относитесь к нему. И еще один моментик по аркану дурак. Ну, явно на мужчине свет клином не сошелся. То есть он не центр вселенной для вас. Теперь давайте будем говорить о том, как мужчина считает, вы к нему относитесь сейчас. Он считает, страсть испытываете к нему, считает, что у вас связь с ним очень такая огненная, страстная, крепкая, у вас взаимный очень интерес идет, в том числе сексуальный интерес очень конкретный у обоих, вас очень влечет к нему. Он считает, что это очень сильное притяжение, и он вам нужен. Он достаточно уверенно себя чувствует в ваших отношениях и считает, что он вам нужен. То есть он далеко не пустое место для вас, а совсем наоборот. Так он сейчас считает, этот мужчина. Если предстоит некая дата, с которой вам вроде бы как бы надо было бы его поздравить, а вы находитесь в расставании, стоит ли это делать сейчас? Угу. Но здесь однозначно будет выбор за вами. Нет для вас ответа здесь, потому что решение полностью за вами. Королева мечей с арканом мир вышла. Вы прекрасно знаете, как поступить правильно. Сегодня для вас ответа не будет именно по этой причине. Только ваше решение. Конечно, в любом случае никто не может вам ничего советовать и навязывать свое мнение. И карты Таро в том числе. Но здесь вот четко идет так, что каждая из вас четко знает. Если вы просто рассудите трезво, уберете эмоцию лишние. Королева мечей, она не на эмоциях действует. Вот уберите все лишние эмоции, решение придет само собой. Стоит ли его поздравлять или нет?
Так что не будет однозначного ответа для вас здесь. Решение исключительно за вами. Здесь так. Если вы сейчас решите из отношений уйти, завершить отношения, его реакция этого мужчины, он не отнесется к этому серьезно. Он решит, что вы или пошутили, или даже если вы ушли, вы все равно впоследствии вернетесь. То есть у него будет отношение такое. Ну, что там она взбеленилась, что там у нее очередной какой-то бзик, да? Что там она такое сделала, решение приняла странное. Ну, пусть идет, ничего страшного, вернется обратно, куда она денется. Вот такое будет у него ощущение от происходящего, и такие будут мысли. Он не отнесется к этому серьезно и будет считать, что все равно все вернется на круги своя в итоге. Такой вот у нас товарищ, девочки, такой. Ну и давайте спрошу, часто просите все-таки спрашивать, если у вас некая дата, у вас лично, и вы ждете от него поздравления, он собирается вас поздравить? Поздравит или нет, мы точно сказать не можем. Будущее невозможно предсказать. Только прогноз, поэтому настраивать вас прям конкретно я не буду. Но давайте спросим, собирается ли поздравить? И есть ли вероятность того, что все-таки поздравит? Да собирается, и есть вероятность высокая того, что поздравит. Возможно, знаете, тут мужчина может вас поздравить с опозданием. В каком плане? Вы, допустим, ждете весь день, а он вдруг раз и вечером, вместо того, чтобы утром вас поздравить, он поздравляет вас вечером. Или может вообще запоздает, завтра поздравит или позже. То есть он здесь как будто не будет спешить с этим, но вероятность на самом деле очень высокая. У него и намерение, в общем-то, есть, даже если вы в расставании с ним, да. И желание, в общем-то, есть. Но будем надеяться, что он это сделает все-таки. Позитивные довольно арканы вышли. Для большинства из вас это так. Теперь переходим к блоку информации для тех, у кого есть соперница. К большому сожалению, ну, так бывает в жизни. Если соперницы нет, не нужно смотреть этот вопрос, выключайте расклад. Или если вы только лишь предполагаете, себя накручиваете. Выключайте расклад, идите занимайтесь своими делами. Что у него с соперницей? Что проблемы какие-то у них явно. У кого-то, смотрите, может даже переезд. Или может он ее с котомочками выставил из дому. Или она подумывает о том, что может быть ей пора свои вот вещички собирать и двигать дальше куда-то. Еще... Да, это женщина. Женщина что-то разочарована, а он что-то как-то холодно к ней относится. Ой, ну, девчонки, ну здесь действительно реально перемены такие. Для многих из вас здесь даже расставание у них может случиться. Причем уход здесь идет женщины. Здесь женщина может сама этого мужчину покинуть, но по той причине, что разлюбил или слишком холоден в принципе стал, или еще что-то в этом плане. Женщина разочарована, расстроена. Или же, конечно, как вариант, у них между ними еще что-то произойти могло, но здесь уход именно женщины. Или же она это обдумывает, что не зря, да, еще раз вам покажу вот этот аркан. Вот она сидит такая в расстроенных чувствах и думает собирать вещички и катиться, как говорится, дальше. Может быть, в лодочку сядет да поедет. Или же она это действительно сделала и может сделать в ближайшее время. Но это, знаете ли, к лучшему для обоих, потому что в том случае, если эти люди расстанутся, или даже если они просто обдумывают, женщина в частности обдумывает этот вариант, лично для нее будет это к лучшему. Ну, для него тоже. Ну, посмотрим, время покажет. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Желаю всем, как всегда, счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, всего доброго. До свидания.